Здравствуйте. Можно присесть рядом? Здравствуйте. Да, конечно. Очень приятно. Меня зовут Павел. А вас? Я Ольга. Куда вы летите? Я лечу в Москву. У меня пересадка здесь. Интересно. Я тоже жду свой рейс в Москву. Как долго ваша пересадка? У меня еще 3 часа ожидания. У меня тоже. А вы часто летаете? Не очень. Я обычно езжу на поезде. Поезда в России очень удобные. Правда? Да, особенно Сапсан между Москвой и Петербургом. Вы когда-нибудь были в Петербурге зимой? Да, там очень красиво, но холодно. Я люблю белые ночи летом в Петербурге. Это удивительное явление. Почти не темнеет. А вы путешествуете по работе или для отдыха? Я еду на встречу с друзьями. А вы? У меня командировка, но надеюсь немного погулять. В Москве сейчас красивые парки. Я слышал о парке Горького. Вы там были? Да, там часто проходят фестивали и концерты. Какой ваш любимый аэропорт? Мне нравится Шереметьево. Он очень удобный. А вы любите ждать в аэропорту? Не очень. Но здесь есть уютные залы ожидания. Я обычно читаю книги или слушаю музыку. Я тоже. А еще смотрю на взлеты и посадки самолетов. Интересно, что аэропорты как маленькие города. Да, здесь есть магазины, кафе и даже музеи. Во Внуково есть музей авиации для пассажиров. Ну, спасибо. Теперь хочу туда сходить в следующий раз. Путешествовать — это всегда новая история. Согласен. Приятного вам полета, Ольга. Иван, ты уже решил, примешь ли ты это предложение работы? Мама, я все еще думаю. Мне немного страшно менять место. Я понимаю, но это хорошая возможность для тебя. Да, но новая работа в другом районе Москвы. Не так уж далеко. Ты быстро привыкнешь к дороге. Каждое утро ехать на метро целый час. Но это не так плохо. Много людей так ездит каждый день. У тебя будет больше опыта и новая команда. Но я привык к старым коллегам. Они мне нравятся. Иногда перемены — это к лучшему. Ты вырастешь. Я знаю, но боюсь, что не смогу справиться с задачами. Я верю в тебя. Ты всегда учишься быстро. Спасибо, мама. А вдруг мне не понравится эта работа? Ты всегда можешь попробовать и потом решить. Ты думаешь, мне стоит поговорить с директором еще раз? Конечно. Спроси о своих обязанностях, если есть вопросы. Кстати, в России многие меняют работу ради роста.
Да, я читал об этом. Сейчас это нормально. Главное — не бояться. У тебя есть поддержка. Спасибо за поддержку. Я просто не уверен. Это нормально. Каждый волнуется перед новым этапом. Ты бы согласилась на такое предложение, если бы была на моем месте? Думаю, да, я бы попробовала, чтобы не жалеть потом. Ты всегда такая храбрая мама. Просто жизнь учит не бояться перемен. Все будет хорошо. Я еще раз перечитаю контракт сегодня. Хорошая идея. Если нужно, я помогу тебе. Спасибо, мама. Можно спросить у папы совет? Конечно. Папа дома вечером. Поужинаем вместе и обсудим. Хорошо. Мне станет спокойнее после разговора. Все наладится, сынок. Главное, не переживай заранее. Спасибо тебе. Ты всегда умеешь поддержать. Я всегда рядом. Вместе мы все решим. Дима, вчера я впервые ночевала в горном приюте. Правда, Оля? Как тебе понравилось? Это было очень интересно, но немного страшно. Почему страшно? Было холодно или темно? Ночью было тихо, и слышно было только ветер. Я подумала, что вдруг придет медведь. Ох, не волнуйся. Здесь медведей почти нет. Я об этом не знала. Это приятно слышать. А как тебе сам приют? Было уютно? Очень уютно. Много дерева и теплый плед. В таких местах часто печка есть. Здесь была? Да, была старая печка. В ней приятно потрескивали дрова. Сразу вспоминается детство на даче. У меня такого не было. Это мой первый опыт. Какая еда была на ужин? Борщ и горячий чай с лимоном. Очень вкусно. После похода горячий борщ — самое то. Я еще увидела, как за окном бегала лиса. Здесь часто можно увидеть лис или зайцев. А ты знал, что в некоторых приютах нет электричества? Да, правда. Многие используют свечи и керосин. Вчера светили только свечи. Это было сказочно. Ты делала фото внутри приюта? Сделала утром, когда светило солнце. Покажешь мне потом? Я люблю такие фотографии. Обязательно. А ты часто бывал в таких приютах? Я ходил с родителями в Приэльбрусье. Говорят, там красивые рассветы. Да, вид на горы утром просто невероятный. Завтра пойду смотреть рассвет с террасы. Тогда оденься теплее. На рассвете очень холодно. Спасибо за совет. Мне уже нравится эта горная жизнь. Привет, Игорь. Ты думал о своем огороде дома? Привет, Анна. Если честно, не очень.
Это сложно? Наоборот, все очень просто. Можно начать с помидоров. Помидоры? А их не сложно выращивать на балконе? Можно и на балконе, и во дворе, как у нас здесь. Главное — выбрать солнечное место и поливать регулярно. Звучит интересно. А какие еще овощи можно посадить? Очень популярны огурцы, зелень, укроп, петрушка. Я слышал, что зелень быстро растет. Это правда? Да, укроп можно собирать уже через 3 недели. Так быстро? Здорово. А как быть с вредителями? Вредители редко бывают. Если все правильно ухаживать, можно использовать народные средства. Например, мыльный раствор. Я видел у тебя красивые грядки. Ты давно этим занимаешься? Я начала 2 года назад. Раньше бабушка часто рассказывала. В деревнях у многих есть свои огороды. Это традиция. Да, у нас в Рязани почти у каждого свой участок. А у тебя был огород в детстве? Да, я помогала маме выращивать картофель и морковь. Картофель выращивать сложно? Чуть сложнее, чем зелень, но очень интересно. Самый приятный момент — собирать урожай. Наверное, овощи с грядки вкуснее, чем в магазине. Конечно, они свежие и без химии. А экономия получается? Стоит ли труд? Конечно, ты экономишь и получаешь удовольствие. К тому же огород — хороший способ расслабиться. Ты права. Работать на свежем воздухе — это приятно. Может, мне попробовать посадить что-то этим летом? Обязательно. Я помогу тебе выбрать семена и инструменты. Ты увидишь, это не так сложно, как кажется. Спасибо, Анна. Мне уже хочется начать. Пожалуйста, Игорь. Всегда рада помочь советом. Катя, ты рада, что мы отправились в путешествие на автодоме? Да, папа. Это мой первый раз в таком доме на колесах. Мне тоже впервые. Все тут так уютно и удобно. Мне нравится, что мы можем остановиться, где захотим. Да, это большое преимущество автодома. Папа, а где мы сегодня ночуем? Я думаю, мы найдем кемпинг возле озера. Отлично. Можно будет посмотреть закат. Конечно. В России много красивых озер и лесов. А мы сможем приготовить ужин внутри? Да, у нас есть маленькая кухня, плита и холодильник. Я хочу приготовить макароны. Можно? Конечно. Макароны — отличная идея для дороги. Пап, а спать удобно в автодоме? Думаю, кровати здесь мягкие. Ты сама попробуешь. Я возьму с собой мой любимый плед. Будет очень уютно, как дома.
Знаешь, в Европе люди часто путешествуют так летом. Правда? А в России это популярно? Становится все более популярно в последние годы. Я видела похожие дома в фильмах. Их называют кемпер или дом на колесах. Можно ли смотреть фильмы на телевизоре здесь? Можно. У нас есть маленький телевизор и розетка. Класс! Посмотрим старые советские мультики. Обязательно. Например, «Ну, погоди». Пап, а где мы будем хранить чемоданы? В специальном шкафу для багажа. Он за кроватью. Очень удобно. Все под рукой. Кемпинг — это всегда приключения и новые впечатления. Я согласна. Можно будет фотографировать природу. Конечно. Сделаешь много красивых снимков. Я так счастлива, что мы поехали вместе. И я, Катя. Это будет незабываемое путешествие. Привет, Аня. Как твоя поездка на ночном поезде? Привет, Дима. Поездка была очень интересной. Я ехала из Москвы в Санкт-Петербург. Ты была в купе или в плацкарте? Я выбрала купе. Там спокойнее и уютнее. А кто был с тобой в купе? Со мной ехала одна пожилая женщина и парень. Вы разговаривали в дороге? Да, немного. Женщина рассказала о своей юности. Парень работал на ноутбуке почти все время. Ты хорошо спала ночью? Спать было непривычно, но постель была мягкая. Иногда слышен был стук колес, но это даже приятно. А что ты делала утром в поезде? Я проснулась рано и пошла пить чай. В стакане с подстаканником? Да, именно так. Официант принес мне чай в подстаканнике. Это так по-русски. Я люблю поездной чай. А еще я увидела красивый рассвет из окна. Вокруг были леса и туман над рекой. Ты встречала проводника ночью? Да, он очень вежливый. Проверил билеты тихо. Он предложил одеяло и воду при необходимости. Было страшно ночью ехать. Нет, наоборот, мне было интересно. В поезде все казались добрыми и спокойными. Сколько длилась поездка? Около 8 часов. Самый быстрый поезд — Сапсан. Но я выбрала обычный ночной поезд для опыта. Ты советуешь поездку на ночном поезде? Обязательно. Это удобно и романтично. В России путешествовать поездом очень популярно. Я всегда мечтал поехать на поезде до Владивостока. Это Транссибирская магистраль, очень длинная дорога. Может, поедем когда-нибудь вместе? С удовольствием, Дима. Это будет незабываемо. Папа,
Я купила свой первый посудомоечный аппарат. Ого, Катя, поздравляю. Это удобно и экономит время. Да, я устала мыть посуду вручную каждый день. Это правда. Посудомойка — отличная помощница на кухне. Ты знаешь, как ее правильно установить? Конечно. Давай посмотрим инструкцию вместе. Спасибо. Я немного боюсь сломать что-то. Не переживай. Все будет хорошо, если следовать шагам. Посудомойка очень компактная. Нам повезло с размером. В современных квартирах часто мало места для техники. Я выбрала модель из Санкт-Петербурга. Поддержала отечественные. Молодец! Российская техника часто очень надежная. Папа, а как часто нужно добавлять соль в посудомойку? Обычно раз в месяц. Соль защищает от накипи. Поняла. А как насчет специальных таблеток? Их удобно использовать. Одна таблетка на одну мойку. Важно не перегружать машину посудой, иначе плохо вымоет. Ясно. Кстати, мама всегда мечтала о такой машине. Раньше посудомоечные машины были редкостью в России. Сейчас, кажется, у всех есть. Очень популярно стало. Да, современные люди ценят свое время. У нас теперь тоже современная кухня, как у друзей. Будешь звать гостей чаще, если будет меньше забот. Конечно. Теперь я не боюсь после обеденной горы посуды. А знаешь, в Европе посудомойки используют давно. Да? Я читала, что в Германии они почти в каждом доме. Правда. А у нас в России все только развивается. Спасибо, что помогаешь, папа. Я быстро научусь. Не за что, Катя. Поздравляю с взрослой жизнью. Теперь время для новых рецептов и меньше работы после. Давай приготовим что-нибудь вместе и сразу испробуем машину. Отличная идея. Я очень рада своему выбору. Привет, Игорь. Как у тебя дела? Привет, Оля. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Я вижу, у тебя мастерская очень красивая. Спасибо. Я люблю работать руками. Мастерить — мое хобби. Ты отлично владеешь инструментами. Где ты научился? Я учился у дедушки, когда был маленьким. Правда? Это интересно. Дедушка жил с вами? Да, он жил в Санкт-Петербурге, часто показывал мне все. А какие вещи вы делали вместе? Мы делали полки, табуретки и даже скворечники. Скворечники? Это для птиц? Да, весной мы вешали их в саду для воробьев и синиц. Как здорово! Ты помнишь, какой инструмент был первым? Конечно, это был молоток. Я очень любил стучать гвозди. Это сложно было учиться пользоваться молотком? Сначала немного, но дедушка всегда помогал мне. Он говорил, терпение — главный инструмент в работе.
Мудро. Ты теперь все умеешь сам делать? Не все. Иногда что-то новое учу по видео или книгам. Ты следуешь традиции дедушки? Стараюсь. Мне нравится мастерить подарки для друзей. Какие подарки ты мастеришь? Обычно делаю рамки для фотографий или держатели для ключей. О, это очень душевно. Твои друзья, наверное, рады. Да, они всегда удивляются ручной работе. В России традиционно уважают таких мастеров, верно? Да, русские любят что-то делать своими руками. Мне бы тоже хотелось научиться. Это возможно? Конечно. Я могу показать тебе основы. Это несложно. Спасибо. Можно начать с простого. Например, с полочки. Отличная идея. Сначала выберем дерево и инструменты. Я немного волнуюсь, но мне очень интересно. Не бойся. Я помогу. Вместе у нас получится. Спасибо, Игорь. Ты настоящий мастер и хороший друг. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Здравствуйте. У меня болит спина. Ищу новый матрас. Понимаю. Как давно у вас болят спина и поясница? Несколько месяцев уже. Особенно утром тяжело вставать. А вам удобнее спать на мягком или твердом матрасе? Я думаю, что твердый лучше, но не уверен. На самом деле ортопеды советуют среднюю жесткость. Интересно. Я думал, твердый значит полезный. Слишком твердый матрас может только усилить боль. Можно я спрошу, а как вы обычно спите? На боку, спине? Чаще на боку. И иногда на спине. Я рекомендую матрас с поддержкой позвоночника. Какой материал лучше выбрать для матраса? Латекс и memory foam популярны и поддерживают тело. Мне интересно попробовать Memory Foam. Он хорошо адаптируется к форме тела и уменьшает давление. Кстати, в России популярны матрасы бренда Ormatec. Да, я слышал о них. Сколько стоит такой матрас? Цены начинаются от 20 тысяч рублей. Есть рассрочка. Это удобно. А что насчет подушки? Советую выбрать ортопедическую, среднюю по высоте. Спасибо. Я давно думаю поменять и подушку. Хороший выбор. Подушка тоже влияет на ваше самочувствие. Хотите присесть, попробовать матрас? Да, буду признателен. Можно протестировать. Конечно. Вот этот Memory Foam, средняя жесткость. Очень удобно. Спина не болит, даже когда лежу. Отлично. Матрас еще и гипоаллергенный. Это важно. У меня аллергия на пыль. Memory Foam легко чистить и не собирает много пыли. Спасибо за совет. Вы очень помогли мне сегодня. Рада помочь. Если будут вопросы, подходите.
Здравствуйте. Могу я чем-то помочь вам сегодня? Здравствуйте. Я хочу посадить фруктовое дерево. Отлично. А какие фрукты вы любите больше всего? Мне нравятся яблоки и груши. Что вы посоветуете? У нас есть отличные саженцы яблони и груши. Яблони хорошо растут в нашем регионе, например. А какой сорт яблони лучше выбрать для Москвы? Сорт Антоновка очень популярен и зимостоек. Я слышал про Антоновку. Она сладкая или кислая? Антоновка с кислинкой, очень ароматная. Яблоки хорошо подходят для компота и пирогов. Это интересно. А если я захочу посадить грушу? Груши сортов любимица Клаппа и Чижовская хорошие. Обе груши сладкие или есть разница? Любимица Клаппа более сочная, Чижовская плотнее. Сколько лет нужно ждать первый урожай? Обычно 3-4 года. Если правильно ухаживать, Спасибо. А какой уход требуется дереву? нужно поливать, рыхлить почву и подрезать ветки. Весной обязательно вносите удобрения. Можно ли посадить дерево весной? Да, весна — лучшее время для посадки саженцев. Главное, не забывайте поливать, особенно первые месяцы. Я понял. Дереву нужна тень или солнце? Лучше сажать на солнце, тогда плоды будут слаще. Какой размер лунки для посадки нужен? Я советую 60 на 60 сантиметров. Спасибо. Мне нужна еще земля для посадки. Рекомендуем добавить плодородную почву и компост. У вас можно купить почву и компост? Да, они находятся на полке слева от вас. Здорово, спасибо большое за помощь. Пожалуйста, желаю вам богатого урожая. Спасибо. Я обязательно еще вернусь к вам. Будем рады вас видеть снова. Хорошего дня!